Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Владимирский Централ, ветер северный, этапом из Твери. Ровно 19 лет назад, 1 июля 2020 года, в Твери убили Михаила Круга, певца, поэта и барда, которого называли всенародно любимым шансонье. Можно по-разному относиться и к творчеству Михаила Круга, и к жанру в целом. Но то, что во многом благодаря ему милый наш город печали и слез, старой России надежную твердь знают, далеко за пределами Твери, факт. Как и то, что песни Круга понятны, а герои способны вызвать сопереживание. Что пел он просто, о людях. Был не лишен остроумия, подмечая жизненные мелочи. Сегодня песни Михаила Круга, так или иначе, часть нашей культуры. Михаила Круга не стало в возрасте 40 лет. Его убили летом 2002 года в собственном доме. 30 июня 2002 года Тверь праздновала День города. Выступив с концертом, Михаил Круг поехал домой. Его ждали жена Ирина и 3 детей, 2 от их первых браков и совместный ребенок. С ними жила теща шансонье. Именно на нее напали первой. Это произошло около полуночи, когда женщина устраивалась спать на 3-м этаже дома и расстилала себе постель на диване в бильярдной. Нападавших было 2. Услышав шум, на помощь к матери бросилась Ирина. Увидев здоровяков, избивавших родного человека, она закричала. Михаил Круг уже был в спальне. Через пару секунд он перехватил Ирину на лестнице и, прикрыв собой, стал выводить на 1-й этаж. Ему в спину, с лестничного пролета, прозвучали выстрелы. 2 из них достигли цели. Круга тяжело ранили. Но еще некоторое время был жив и даже сумел добежать до соседа, который и отвез его на машине до больницы. Умер шансонье на операционном столе утром 1 июля. А точнее, 17 лет и 3 месяца. Именно столько времени ушло на то, чтобы поставить точку в расследовании убийства шансонье. О том, что к делу убийства причастна банда тверских волков, говорили сразу. Но из-за недостатка улик эту версию на время забыли, однако в 2019 году была получена дополнительная информация. Из исправительных колоний, находящихся в Ямало-Ненецком автономном округе и Хабаровском крае, в Тверской следственный изолятор были этапированы осужденные, пожизненно члены банды «Тверские волки» Александр Агеев и Александр Осипов. Александр Агеев дал признательные показания. Он рассказал, что пришел в дом Круга совместно с еще одним участником банды, Дмитрием Веселовым. Убийство певца не планировалось. Агеев с Веселовым по указанию Лома должны были похитить антиквариат и ценности. Предполагалось, что после этого Круг обратится за помощью к Лому, а тот найдет похищенное. Таким образом, криминальный авторитет хотел раскрутить певца, чтобы тот платил ему часть гонораров от концертной деятельности, ведь такие предложения Кругу уже поступали, но он на них не соглашался. У Веселова был пистолет ТТ калибра 7,62 мм. Именно из этого оружия был убит Круг и застрелена его собака. Самого Веселова позже убил упомянутый выше Александр Осипов, отомстил за шансонье, которого уважал. В Твери на бульваре Радищева певцу установлен памятник, к которому постоянно приезжают туристы. Были те, кто хотел убрать фигуру шансонье с одной из центральных улиц города, и даже не раз. Но, как видите, она все еще там. Ежегодно в Твери проходят фестивали памяти короля русского шансона. К нам приезжают знаменитости, собирают залы. Под песни Круга проводят время даже самые крутые звезды спорта. Его песни звучат в популярных сериалах, да и про него самого снят многосерийный фильм. На могилу Михаила Круга в Дмитрово-Черкасах до сих пор несут цветы, искусственные и живые. Даже в дни, которые никак не связаны с его рождением или смертью. Корреспондент «Комсомольская правда» Тверь недавно побывал там и убедился в этом лично. Помянуть Круга кто-то приезжает едва ли не каждый день. Как сказал настоятель расположенной через дорогу от кладбища церкви, протоиерей Михаил Беляев, Мишу помнят.
Сын Михаила Круга от первого брака, Дмитрий, служит в полиции. У него 2 детей, публичности он избегает. Носит настоящую фамилию отца – Воробьев. Второй сын, Александр Круг, учится на актера. А еще, как отец, поет вместе с матерью, Ириной Круг. Выступают они, в том числе, и с песнями Михаила.